Криптовалюта меня побрила круто. Криптовалюта меня побрила круто. Итак, криптоэнтузиастики, ну что, приветствую вас на канале. Для начала нужно поддержать канал лайками, подписками, комментариями, потому как каждый день я стараюсь для вас самый утренний обзор какого-то скамовского крипторынка делаю для поддержания вашего духа. Ну и, конечно же, настроения. Итак, криптовалюта всех побрила круто. Это будет, наверное, королевский слоган этого цикла, потому как конкретно она всех выбрила. Были, конечно же, хитрожопые трейдеры, фьючисты, всех она тоже, конечно же, повыбривала, эта крипта. Соскамила большое количество людей. И, в принципе, что? В 2021 году я столкнулся с тем, что действительно крипта растет. Хайп туда-сюда, и, казалось бы, будет рост бесконечный, и это, рынок инвестиций, можно инвестировать. Со временем, через годиков 3-4, ты раскачаешь свой портфель, заведя в крипту, допустим, 10 тысяч долларов, ты сможешь со временем вытянуть 10-15 иксов, это будет 150 тысяч долларов, и было бы неплохо. Ты инвестор, ты красавчик. Но в итоге мы видим другое, мы даже не можем забрать свои вложенные бабки. Вот что. Итак, что у нас по рынку? Опять же мурыжат. Понедельник был зеленый, дальше я думаю, что неделя будет сливная. У нас заседание ФРС будет на носу. Ну, эфир что? Был хороший тренд. 4247. В принципе, что? Сейчас можно откупать эфириум. Можно потихоньку откупать для того, чтобы локально поучаствовать в трендах. Итак, что у нас по крипторынку? Капитализация 3 триллиона 840, индекс страхожадности 42. И давайте с вами посмотрим, конечно же, что нам показывает биток. Нет ли этого злосчастного сигнала на продажу? Нет ли этого злосчастного сигнала на продажу, потому как я не хочу, чтобы тренд поменялся. На недельке сигналов нету никаких. Длительный период времени нету никаких вообще сигналов. Был только на продажу. Так, у нас был на покупку. На дневке нету на продажу. Есть у нас коррекционные движения. 2 дня уже. И тут, как Саня Киев говорил, паттерн надгробия вырисовался на биткоине. Ну, такой вот волчок у нас, в принципе. На 4-часовике есть сигнал на продажу. Есть сигнал на продажу, но это такое. Не нужно особо бояться, потому как 4-часовик, у нас здесь тоже был сигнал на продажу, потом был на покупку. Здесь тоже был на продажу, тут у нас на покупку, откупили. Пока что на 4-часовике нету никаких сигналов, был только на продажу. На дневке у нас тоже нету сигналов на продажу. Но был сигнал на покупку еще 20 у нас октября. И это довольно-таки неплохо. Сегодня золото у нас просто-напросто пошло на коррекцию. И это, конечно же, интересный момент. Что у нас по золоту? Давайте посмотрим золото. Падение короля. Падение короля. Падение короля. Итак, на данный момент на дневке конкретно здесь продавили золото, и золото конкретно откорректировалось. Ну, вообще, если даже посмотреть, то золото, такое ощущение, что вроде бы какой-то банальный щиток. Просто памп, дальше дамп. Эти масоны, они засоряют наши мозги. Трампы, шмампы, они просто-напросто, выжимают все соки с рынков. Все соки они с этих рынков выжимают. Такое творят, что это просто капец. Но золото упало. Золото упало и формирует на недельке разворотный ордер блок. Даже уже здесь 2 недельки формирует. Мы уже даже сформировали ордер блок. В принципе так. Падение знатное. Может быть такое, что здесь увеличится волатильность на золоте. И мы с вами сможем увидеть еще восстановление. Это нужно будет посмотреть. Может быть такое, что здесь будет сильнейшая волатильность. Движение вверх-вниз. И будет здесь у нас восстановление. Так как у нас тренд еще остается зеленый, по бычий, все у нас здесь выглядит неплохо. Тренд зеленый бычий. Бычий треугольник мы отработали. В принципе. И мы можем здесь даже прикинуть то, что у нас
Вот так вот это было движение, да. И вот у нас как раз это движение и отработало. Как раз мы его и отработали. Смотрите, тютелька в тютельку. Теханализ работает, как в том мемке. Плевать на теханализ нельзя. Это плевок в сторону всех трейдеров. Вот так вот. Золото четко отработало. Что у нас по локальной Фибоначчи? Куда мы можем упасть на коррекцию? На коррекцию. Ну, 0,3 уровень, в принципе, уже оттестили. Дальше 0,5 уровень, это у нас 3700. Может быть даже такое, что мы упадем и на 0,5, 3845. Посмотрим, понаблюдаем. Но, в принципе, что? Золото это такой инструмент, что его нужно со временем накапливать, удерживать. Корректироваться золото сильно не будет. На медвежку оно уходит примерно на 35%. И если ты его не покупал на хаях, конечно же, я думаю, что ты его не покупал на хаях. Я думаю, что ты криптоэнтузиастик умный. Если ты его где-то покупал, там, пускай в ноябре 22 года или в 24 году, там, по 2400, то, в принципе, тебе вот эта вот просадка не холодно и не жарко. Вот. Как и, допустим, просадка сейчас по Solana или по Pepe. Потому как я их покупал там очень давно. И эта просадка не холодно и не жарко. Так же самое здесь и на золоте. Посмотрим, закончило ли золото свое движение. Обычно, когда заканчивает золото движение восходящее, тогда начинает расти криптовалюта. Ну, вот у нас биток вырос. Все, перелив у нас случился. Многие кричали, инфлюенсеры, там Пшава орал, что золото прекратит расти. 2 недели оно уже не растет, и у нас будет взрыв криптовалют. Я не знаю, какие он дальше будет потом совы там искать и натягивать на глобус. Для того, чтобы мы услышали от разных инфлоу. Типа там еще разумный инвестор тоже, он очень шарит, конечно же, натягивать все вот эти вот закономерности на глобус, рассказывать людям, типа там, ну, а тут в итоге мы переносим, оказывается, уже альт-сезон на 35-й год. Там он делал пост. Вчера на стриме говорили, он где-то делал пост, что он уже перетягивает альт-сезон на 35-й. Я помню всю вот эту вот чухню в 21 году. Они вот это... Сказки будут рассказывать до упупения вам. Но запомните то, что заработаете не вы, а они заработают на приватных каналах и на всякой другой ерунде. Так, давайте посмотрим серебро. Серебро. Итак, здесь падение королевы. Если у нас золото был король на всем финансовом рынке, то серебро это королева. Конечно же, здесь тоже у нас падение королевы. И серебро у нас, в принципе, тоже идет как из-за золота. Вернее, график рисует такой, как и у золота. Смотрите, оп-оп, 2 недели с поглощением прошлой недели. Здесь у нас тоже поглощение. Ну, просто шикарный вид, шикарнейший вид. Так, серебро 42. Интересует мне момент. Вот этот бай, покупай 42. В принципе, здесь где-то в сентябре у меня была инвестиция. Так, ну, это такое. Серебро, конечно же, это не золото. Корректироваться оно может знатно. Мы видим то, что здесь просто такой фитиль огромнейший. И серебро, оно падает. Падает у нас оно очень знатно, аж просто на 75%. Фитиль мы обновили. Смотрите, вот у нас была цель поставлена, зеленая линия. Мы обновили. Также мы дошли до синей вот этой вот цели. 53 мы устанавливали. Мы, конечно же, дошли. Все у нас четко. Все у нас просто шикарно. Цели отработали по серебру. Есть возможность, что мы уйдем сюда вот на 69. Но это будет в том случае, если, конечно же, золото будет расти дальше. И мы уйдем по золоту на $5000. Вот поставим еще одну цель. По золоту $5000. Если мы, конечно же, уходим по золоту на $5000, в чем я уже сильно сомневаюсь, наверное, мы туда не уйдем, потому как здесь засадили большое количество людей. Разве что через боковое какое-то движение, консолидацию, да, и будет еще знатный импульс на золоте. Да, может такое произойти. То тогда и, конечно же, серебро у нас выйдет в диапазон $70. Но тут нужно будет смотреть интересную картину по серебру. Если мы, конечно же, очень быстро здесь начнем откатывать,
и пробьем вот так вот сюда хотя бы, то, наверное, уже восстановления такого крупного не будет. Вот что. И здесь у нас начался импульс вот отсюда, и вот сюда вот мы уже, в принципе, мы уже, в принципе, с вами практически вернулись на 0,2 уровень. На 0,2 уровень по Фибоначчи. Тут у нас есть еще интересный момент. 0,3 и 0,5. 0,3 и 0,5. Ну, посмотрим. В принципе, что? Я считаю, что ювелирка сейчас дорогая, покупать ее. Но можно еще рискнуть, если кто-то хочет купить себе какие-то ювелирные изделия. Можно рискнуть взять, потому как на данный момент заработать деньги намного будет сейчас проще, чем в будущем. В будущем будут сложнее нюансы. И, в принципе, можно присмотреться к ювелирным изделиям, кто хочет прикупить. Вот так вот. А потом, конечно же, доллар начнет расти. И, конечно же, это будет шляпа полная, потому как вы не сможете уже приобрести, например, те самые нормальные ювелирные изделия. Что у нас по доллару? DXY у нас откатывает. DXY откатывает, это хорошо. На недельке есть красная свеча, пока что держится, но все равно, хоть и DXY у нас откатывает здесь локально, курс доллара нам подсказывает то, что у нас курс растет. За один месяц мы уже конкретно выросли. 41.03, 42.13. Вот и все. В принципе, можно так сказать, что доллар прошел свою медвежку. Вот, в принципе, вот так вот. Если за год посмотреть, смотрите, какая палка. Это просто трэш. Так что вот такие вот криптоэнтузиастики дела. Доллар потихоньку начинает крепчать. Доллар крепчает. Биток у нас стоит на месте, в принципе, ничего интересного не показывает. Интересно было бы узнать бы, был ли поставлен хай по биткоину или нет. Вот в чем вопрос. Нет у нас хороших индикаторов, которые показали бы хай по битку. Кто, конечно же, знает хорошие индикаторы по биточку, поставил ли он пик или нет, пишите в комментариях под видео. Было бы интересно от вас узнать. Итак, в принципе, что? Что у нас по крипторынку? У нас вчера двинулся Трамп. Дай бог, чтобы он вперед ногами двинулся. Еще ютубца нет. Трамп, уже дамп, 9.96. Ну, в принципе, что? Движение было знатное на 50%. Я думаю, что шортистов выбили. И дальше можно, конечно же, мурыжить, корректировать. 50% движения хватит второе плечо снести к чертям собачьим. Само собой в паре у нас Мелания пошла. Вот, 11 центов. Две такие скамовские монетки. Побрили они знатно всех. И вчера я сказал, ни в коем случае не переливайтесь монеты. Нужно было покупать. Чтобы ее прикупить, я делал пост еще в телеге. Это было 18 октября. Сказал, что эти монеты нужно присмотреться, будет импульс. В принципе, вот так вот. Импульс был, можно было фиксировать. Кто успел, тот красавчик. Дальше что у нас? Ну, все остальное, смотрите, так, в стагнации. Аптос 10%, Иена 14%, Zcash 30%. Zcash нужно частично фиксировать. Фиксируйте частично монетку. Фиксируйте. Не будет безоткатного роста. Биткоин Cash можно частично фиксировать. Hyperliquid можно частично фиксировать. Ну, в принципе, вот так вот. Эфириум 400. Я думаю, что здесь стоит подобрать эфириум. И сейчас у нас эфир будет задавать тренды. И можно, конечно же, на эфире поскальпить. Желательно это делать на споте. Никакие фьючерсы не рекомендую. Итак, на недельке у нас нету ничего интересного. На дневке нету тоже ничего интересного. Может быть такое, что здесь какая-то небольшая коррекция. В принципе, вот так вот. И 4-часовичок. Вот. Сейчас у нас был сигнал на продажу, на покупку пока что нету сигнала, но я думаю, что на 3-часовике тоже нету. Вот можно включать 3-часовичок и можно начинать скальпить. Я думаю, что здесь можно потихоньку что-то покупать. На 2-часовике нету, тренд слабый, шортовый, просто трэш. И здесь тренд слабый, шортовый. Но тут вот у нас была покупка, дальше продажа. Короче говоря, давят они по стакану, хоть там кто-то и выкупает эфириум.
Но если даже подключить MACD посмотреть, то здесь у нас пошли покупки. Первые покупки на часе. Здесь можно как раз по 400 зайти в эфириум, чуть-чуть взять на спот и ждать импульс. Импульс у нас будет как минимум в диапазон на 3%. Ну, я думаю, что такой вот импульс у нас будет. Я думаю, что можно потихоньку начинать скальпить на эфириуме. Эфир у нас подходит к своему завершению, я думаю, что коррекционному, и дальше у нас будет лонговое движение по нему. Может быть такое, что мы уйдем выше, чем $5000, можно как раз пощипать какую-то часть пирога, вытянуть с этого крипторынка. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Если вам было полезно, поддержим канал лайками, подписками, комментариями. Если вам понравился контент, ставим лайки. Если вам не понравился контент, ставим дизлайки. Если у вас есть какие-то вопросы, пишем комментарии. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем желаю мирного неба, всем пока. Я думаю, что у нас ноябрь будет взрывной рост, и мы что-то с вами увидим. А может быть такое, что и не будет никакого взрывного роста. Может быть такое, что мы уже в глубокой медвежке. Осталось только битку отрисовать медвежку, потому как альта уже отрисовала медвежку. Всем пока, до связи и мирного неба.